Executive Coach. Зачем первому руководителю коучинг? Ведь топ-менеджер и так лидер. Добрый день, это Андрей Якунин и канал Директория. Представьте себе, что у вас есть доверенный советник, такой безусловно надежный партнер по стратегическим и не очень размышлениям. Я и есть тот самый Executive Coach. На своих примерах, своим языком я постараюсь рассказать об Executive коучинге. Просмотрев этот ролик, вы будете хорошо понимать, какую пользу может дать вам коуч, в каких ситуациях можно и нужно обращаться к коучам. Поверьте, это будет интересно. Поехали! Кто из известных бизнесменов достоверно известно работал или работает с коучами? Стив Джобс, Apple, Эрик Шмидт, Google, Герман Греф, Сбер, ну и так далее. А сколько еще топов работает, не афишируя свою внутреннюю лидерскую кухню? Вы же представили себе, что у вас тоже есть такой доверенный советник, коуч. Знаете, какое самое распространенное заблуждение о коучах? Коуч должен быть богаче клиента, мудрее, иметь больше опыт в бизнесе и так далее. Тоже думаете так? Может, но совсем не обязательно. Коуч должен хорошо уметь делать именно коучинг, иметь большую практику коучинга, методично наработанные часы обучения и практики с клиентами. Вопрос, к какому психологу вы пойдете? К тому, у которого большой дом и новая машина, или к тому, у которого много-много сотен или даже тысяч часов практики с клиентами? Если смотреть только на дом с машиной или практический опыт, то я точно выберу практика. Конечно, может совпадать и два в одном. Есть такая шутка про коучей. Сколько нужно коучей, чтобы закрутить лампочку? Всего один, но лампочка должна сама решить вкрутиться. Еще раз, коуч должен уметь делать коучинг, а не все вот это вот. Перейдем к прояснению, что же такое коучинг. Не используя официальные определения, опишу все своими словами. Коучинг – это созидание клиентам развивающих решений на основе своего богатого опыта в партнерстве с коучем. Заметьте, созидает сам клиент на основе своего жизненного и управленческого опыта. Коуч слышит клиента и помогает правильными вопросами посмотреть на ситуацию с самых разных, порой очень непривычных сторон. И благодаря этому помогает клиенту продвигаться к своей цели. Казалось бы, что такого трудного, задавая вопросы и все. А вы попробуйте в разговоре с друзьями или коллегами не давать советы, не привносить себя в разговор. Не якать, а слушать, слышать и задавать открытые вопросы. Поделюсь, это одно из самых сложных упражнений на ранних стадиях обучения коучингу. Недаром многие из нас родом из страны советов. С коучингом немного разобрались. Что же такое executive коучинг? Работа с руководителями с огромной ответственностью за принимаемые решения, высокий уровень конфиденциальности и высокий уровень сложности стоящих перед клиентом задач. С моей точки зрения, это ключевое. Лайф-коучинг тоже про конфиденциальность информации клиента, и решения каждый человек принимает действительно сложные. Но в Executive добавляется ответственность за множество сотрудников, партнеров, акционеров, в какой-то степени и государственных интересов. Исходя из этого, Executive Coach должен хорошо ориентироваться в управлении организациями, чтобы соответствовать своим клиентам. Это не обязательно про собственный опыт руководства фабриками, газетами и пароходами, но глубокое понимание, с чем сталкивается руководитель, обязательно. Знаю 30-летних экзекутив-коучей, успешно работающих с матерыми собственниками и президентами компаний. Поделюсь самым частым запросом клиентов в моей практике. Нет того запала, как раньше. Не так тянет вершить великие дела, передвигать континенты. И управлять галактиками не тянет. Что делать? Я, конечно, утрирую запрос, но в каждой шутке есть доля шутки. Вам знакомы подобные мысли? Если да, то как справлялись с такими ситуациями? Один из выходов – сменить бизнес, место работы, запустить что-то новое. А можно разобраться вместе с коучем и сделать релонч, перезапустить себя и выйти на новые высоты управления. Друзья, нравится такая подача информации? Подписывайтесь на канал Директория, задавайте свои вопросы в комментариях. Все обсудим. Поехали дальше. Давайте поделюсь своим опытом, когда в моей жизни появился коуч и как я его воспринимал. Я был руководителем бизнеса в регионе Центральной Азии и Закавказья. Регулярные встречи с коучем стали для меня возможностью думать об кого-то. Множество стран, различные требования, культура, языки. Вопросы вставали самые разнообразные. Человек, умеющий слушать меня, позволять мне
сделать несколько шагов от тактики и посмотреть на происходящее со стороны. А вопросы в первое время непривычные заставляли мой мозг быть пластичным и создавать новые взаимосвязи, находить новые неординарные решения. И если в начале нашей работы я больше пытался объяснить коучу, что происходит в бизнесе, то постепенно я понял и принял, что коучинг – это разговор меня со мной о моем, но при поддержке человека, умеющего организовать этот процесс. Одна из моих метафор коучинга – это дайвинг в новых интересных местах с опытным инструктором. Он не учит тебя, не тащит тебя за руку. Вы вместе ныряете. Только для вас это новое и неизведанное место, а инструктор знает очень хорошо ландшафт, климат, обитателей, опасности и что с этим делать. Как вам такая метафора? Заходит? Одна из частых проблем топ-менеджеров – плотный график и сильная занятость. Подчиненные требуют уделить им внимание. Акционеры или вышестоящее руководство задают вопросы, требуют отчетов и так далее. Госорганы, конкуренты, клиенты, коллеги. Сплошной поток коммуникаций, конфликтов, принятия решений, ответственности. Где то место, время, когда руководителю можно и нужно поразмышлять о стратегии, куда идет бизнес, почему, зачем. Для многих именно executive coaching становится полноправной возможностью разрешить себе заниматься этими размышлениями. Без угрызения совести. Как так? Я не занимаюсь бурной деятельностью. У каждого руководителя в голове огромное количество вопросов, сомнений, планов. Миллионы мыслей атакуют лидера, и именно коучинг помогает навести относительный порядок через ответы на вопросы и проговаривание возможных решений коучу и себе. Себе в первую очередь. Мой опыт говорит, что именно вербализация, обречение вороха своих мыслей в реальные слова очень сильно помогает менеджерам продвинуться. Принять своим сознанием выбранную вами мысль, принять наиболее верное решение и отбросить многие сомнения. Коуч своими вопросами помогает клиенту стать великим Микеланджело, взять глыбу мыслей и отсечь все лишнее. Все просто, just do it. Казалось бы, звучит все очень просто. А попробуйте представить, какое количество вопросов и сомнений крутится в голове у президента вашей страны. Представьте себя на его месте. Представили все это? Разговор с самим собой, с опытным профессиональным коучем – мощнейший инструмент эффективности первого руководителя. Подводя итоги, суммирую свой субъективный поток мыслей. Executive Coach – это доверенный советник топ-менеджера, визирь, умеющий слушать, слышать и задавать умные вопросы. Этот навык приобретается регулярным обучением и регулярной многочасовой практикой в сессиях с клиентами. Представьте себе, что у вас есть такой доверенный советник, такой визирь. Друзья, спасибо за ваше внимание. С вами был Андрей Якунин и канал Директория. Всем успехов! И даже находясь на коучинговом проекте вдалеке от цивилизации, я не мог удержаться и не записать ролик для вас.